Доброго времени суток. А почему снимаю это интро? Казалось бы, нас меньше 500 человек, но при этом уникальных зрителей за 28 дней последних больше 17 тысяч. И просмотров больше 56 тысяч. О чем это мне говорит? О том, что многие из вас приходят на мой канал впервые. А если вы уже постоянный зритель, вы можете переходить в тайм-коды, вы понимаете, куда вы пришли, просто открывайте уже те тайм-коды, которые вам комфортны, и смотрите выборочно или полностью на ваш выбор. А если вы впервые на канале, и если вы пришли на конкретное название и хотите посмотреть все об этом, что в названии, и думаете, что там будет такая вот точная инструкция, то, пожалуйста, посмотрите это интро, оно точно для вас, чтобы вы не были разочарованы, чтобы вы были в комфорте и чтобы вы понимали, как так получилось, что такое название и такое содержание. А я начну ответ с короткого убеждения, что когда вы смотрите какие-то инструкции, они не особо помогают. Инструкции записывают конкретные люди, которые разбираются в чем-то, у них там другая сборка компьютера, у них другая сборка софта. Вы посмотрите, придете домой, попробуете, у вас ничего не получится, вы расстроитесь. А что делаю я? Полную противоположность инструкции. То есть у меня идет будний веб-код блогера США, где я показываю разработку, как я разрабатываю IT-продукты. И вы смотрите, что у меня где-то что-то получается, что-то не получается, часто не получается, как я решаю эти сложности. И вы формируете уже свою IT-насмотренность, и вы тогда уже начинаете делать самостоятельно, и у вас все получается. Так что я здесь для вас, чтобы у вас получалось создавать ваши IT-продукты более качественно, ну или вообще, чтобы получалось, но желательно более качественно. Я надеюсь, что именно это то, чем может быть полезен мой контент для вас. Итак, мы плавненько подошли к тому, что у меня есть то, чем я живу. Вот я создаю IT-продукты, и я записываю стримы, которые обучают. Я ими делюсь. И после того, как я записал, ну, допустим, там час, 2, 3, 4 часа, бывают у меня такие видео, то там, ну, в часовом видео там 5 каких-то полезных моментов, а в 4-часовом там около 20 полезных моментов. И мне надо выбрать что-то одно или несколько и вынести это на картинку, и вынести это в ограниченный 100 символов названия видео. И я выбираю, стараюсь не какие-то такие вот яркие названия, а фактически, что было сделано, чтобы, ну, как навигация, было понятно, что вы посмотрите и что будет внутри. Полное корректное описание — это в описании самого ролика, то есть там детально описано, что вы узнаете, если посмотрите этот ролик. Ну а вот в картинку выношу то, что посчитал правильным вынести что-то одно из того множества разнообразия полезностей, которые там внутри. Вот, так что если вы пришли на конкретное название, внутри будет и то, что в названии, и много еще дополнительных бонусов. А что я показал, как создаю? Да, то есть можно кликнуть вот сюда вот в плейлисты и глянуть, что приглянется. Среди этого множества плейлистов я выделю несколько, допустим. Вот здесь вот в самом низу находится создание сайта с нуля, допустим. И вот можно просто открыть и вот так вот смотреть с самого начала, как выбирается домен, как привязывается хостинг, как настраивается почта, где хостить бесплатно. Ну, то есть вот, да, это 27 видео, но зато у вас все получится. Это вот там первый плейлист, который есть смысл посмотреть. А здесь
ZAI, Minimax, Paperclip Orchestrator. Это если вы хотите, чтобы вот у вас была единая удобная система управления агентами. Один агент поручал второму, генеральный директор поручает задачу техническому директору, технический директор поручает там разработчику. И вот они между собой общаются и строят для вас продукт. Вот здесь вот показал, как это все настраивать, как запускать, и в том числе очень большую популярность имеет вот этот вот туториал на 4 минуты, где просто можно посмотреть. Кстати, спасибо, да, за спасибо. Спасибо за положительную обратную связь. Мне это очень приятно. Вот, то есть вы просто сбрасываете вот эту вот ссылку, и вы скачиваете, и ваш искусственный интеллект вам помогает все настроить. То есть там примеры документов, что как поднять, какие ошибки. Ну, то есть вот буквально вы бросаете одну ссылку вашему искусственному интеллекту, он все настраивает. Вот, то есть вот такой вот польза, да. Здесь я бы сказал, что роботы-парсеры и автоматизация, я считаю, что это очень полезный навык. Здесь я показываю, как выписывать автоматизацию, которая не завязана на искусственном интеллекте. То есть, грубо говоря, вы можете поручить искусственному интеллекту собрать что-нибудь с сайта, но здесь показана механика, как это все отрабатывает фактически, чтобы можно было построить такой алгоритм, который не использует искусственный интеллект. При помощи искусственного интеллекта написать что-то, что будет для вас бесплатно. Вот давайте можно так простыми словами сказать. И вот здесь вот как раз показано, как это сделать. Отдельный, ну, достаточно короткий, по моим меркам, 7 видео. Что у нас здесь? Создание гибридного Android-приложения. Это вот сейчас я активно занимаюсь этим проектом. И я начал там с самого начала, с открытия аккаунта и регистрации. И сейчас я вот уже нахожусь на том, что у меня идет внутреннее тестирование. И я выкатил вот это количество сборок моего Android-приложения уже в Google Play консоль. И сам их тестирую. И уже, я надеюсь, очень близок к тому, чтобы отправить это все на модерацию в Google. Я надеялся это сделать сегодня, но возникли дополнительные сложности. Надо записать видео, то есть моменты, которые не связаны с кодом, меня сильнее, наверное, останавливают, чем написание и создание кода. И последний по очереди, но не по значению, да, установка и настройка окружения. То есть я показываю, как я настроил все окружение, в котором я работаю. Просто можете зайти туда и посмотреть. Вот, так что такой вот обзор плейлистов, которые я рекомендую, но каждый найдет свое, то есть кому-то, может быть, ближе будет что-то другое. Я предлагаю просто смотреть как сериал, то есть взять какой-то сериал и вот его с первой серии дальше смотреть, чтобы вы были в контексте. Не вклиниваться там в последнюю серию, что вы ничего не поймете, почему там Рауль ненавидит Иглесиаса, да, и все остальное. Также провожу хакатоны. Вот каждый, ну, пока что провожу каждый месяц, дальше посмотрим. Ближайший будет в пятницу. В пятницу 10 числа страны-участники уже новые появились. Тема хакатона
организаторы, судьи, менторы. Что надо, чтобы поучаствовать, то есть шаги там прописаны. Вы получите вот такую вот личную страницу, подтверждающую ваши заслуги, и вот такие вот дипломы, которые можно сосканировать или пройти по ссылке, и вот откроется эта страница, которая для проверки этого диплома. Если говорить о том, как я связан с инвестициями, то можно сказать, что уже сильно меньше с ними связан. Если говорить о том, просто ли я начал веб-кодить или есть у меня технический бэкграунд, то у меня есть технический бэкграунд, но в том числе у меня есть гуманитарное образование, поэтому я стараюсь создавать контент, чтобы он был понятен и непрофессионалам, но я вот наблюдаю, что в том числе меня смотрят профессионалы, и в том числе те, которые иногда даже лучше меня программируют. Мой коммерческий опыт начался в 2018 году, так что я стараюсь показать вам мир технологий и свои архитектурные решения, чтобы вы создавали более качественные IT-продукты ваши и повышали вашу IT-насмотренность. Поэтому я надеюсь, что у вас все будет получаться лучше и лучше с каждым просмотренным видео. Как говорится, можно вечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Я снимаю про антигравити в этот раз. Я вначале запущу работу, которую необходимо сделать, чтобы он сделал, а потом уже мы с вами пообщаемся и расскажу чуть-чуть контекста, почему я это делаю, что я делаю. Так, давайте вначале я перейду в папку. Значит, правой кнопкой Open a New Window. Давайте зайдем в Documents, код, и давайте зайдем вот в этот проект Web on Code и напишем так. Прочитай все MD-файлы до конца в этом документе, в корне документа. Я имею в виду, да, в корне документа обязательно прочитай. Если из них есть какие-то дополнительные ссылки на какие-то, которые тоже необходимо прочитать, то их тоже, пожалуйста, прочитай. Так, это я надиктовываю, и надеюсь, сейчас оно, да, появилось. Мы его запустили. И сейчас я хочу вам показать то, что, допустим, чуть-чуть в сторону сместим, момент, который я хочу поправить. Так, это всякие добавки, которые я искал. Это не важно. Так. Значит, Hack on Wipe. Hack on Wipe и в конце /judge. Да, мы заходим вот сюда вот. И это наши команды. Я проверяю, насколько здесь что-то сохраняется по факту клика. Здесь должно быть не меньше 100 символов, чтобы оно сохранилось. Я не вижу, чтобы оно сохранилось. Ага, вот маленькая такая блямбочка, что сохранилась.
сохранилось. Профиль. Здесь явная кнопка «Сохранить». И без этой явной кнопки «Сохранить» у нас не происходит сохранение здесь. Или происходит. Вот из-за этой маленькой блямбы сейчас уже и не ясно, сохранение происходит или нет. Я не вижу нигде отображения, что что-то как-то сохранилось. А у нас там идет проверка, что такого ничего нету. А сюда давайте любую строку введем. Я не вижу нигде визуального подтверждения. Хорошо. Значит, вот это и возьмем в работу. Он уже знает, как у нас работать. Прочитал. Описывает суть документов. Там есть вкладка «Профайл». И вот в этой вкладке «Профайл» я хочу, чтобы применялись правила сохранения, как и в вкладке «Judging». То есть нужно убрать кнопку «Сохранить», которая «Save Changes», которая находится внизу. И нужно применять автосохранение на unclick, на клик мимо. И нужно уведомление, которое сейчас вот есть такое маленькое, вверху там saved, оно должно быть прямо по центру экрана и таким вот поп-апом с зеленой какой-то понятной галочкой, которая уведомляет, что изменения сохранены. Вот, то есть, чтобы это было заметно для всех. Вот это, пожалуйста, реализуй. Реализую. Конечно, распознавалка, сильно лучше, чем без нее. То есть это действительно удобно. Вот, мы запустили это. И сейчас я чуть-чуть порассказываю, какой контекст был. Контекст был такой, что у меня исчерпались лимиты. Сейчас они уже возобновились, но вот буквально там сегодня они были 99%, и я уже был исчерпан по всем лимитам. И я не смог кодить при помощи Cloud Code, к которому я уже привык, и там подписка $200 в месяц. На Gemini у меня подписка обычная, то есть, я бы сказал, как конкретно на Gemini у меня нет подписки, можно так сказать. То есть у меня куплено Google место, у них пространство, которое стоит где-то $21-22 в месяц. То есть я получаю там сколько? 5 терабайт, по-моему, в месяц, что-то такое они дают. Или 2 терабайта. Точно не помню. И что дальше? То есть, получается, я сравнивал Cloud Code, который в терминале. Видите, как наглядненько тут все идет, но я не вижу, кстати, контекст. Я хвалил их Gemini за то, что вот тут вот внизу справа показывается степень забитости контекста, а здесь вот нету его. И я начал устанавливать через терминал Antigravity, Gemini. Пытался это все сделать, начинаю устанавливать, а у меня аутентификация не проходит. То есть я установил Gemini, все по правилам их веб-сайта, а мне надпись говорит, что все, уже Google перестал поддерживать Gemini внутри Command Line интерфейс, внутри строки программирования, и она только уже вшита в Antigravity. То есть мне необходимо обязательно качать Antigravity, что сейчас Gemini работает только там. Я такой, окей. Начал качать, скачал вот этот GZ файл, который для Linux, я сейчас под Linux работаю.
распаковал его правой кнопкой распаковать, зашел внутрь, как это было? Правой кнопкой распаковать, зашел внутрь, и вот такой вот файлик. Здесь отсюда я запускаю правой кнопкой Open in Terminal, и автоматически уже тогда прописан вот этот путь, его заново не надо прописывать. Написал точечка слэш и anti-gravity. Нажал Enter, и вот запустился такой вот anti-gravity у меня. Отдельный терминал, здесь пошли такие вот цифры, и потом открылся уже вот этот антигравити. Я потом его уже попросил сделать мне отдельный ярлык, который это все запускает, чтобы мне каждый раз это вручную не пропечатывать. И я его попросил перенести из вот этого... У меня работает изоляция разработки там, где работает искусственный интеллект. То есть у меня в Linux создан отдельный пользователь, который с пониженными правами. То есть это обычный юзер без права администратора, чтобы он не мог ничего залезть и никуда ничего поменять без моего согласия. То есть везде, где он хочет что-то менять, я, если вижу, что он что-то меняет, обязательно должно запросить у меня пароль. Вот так вот я на уровне системы, операционной системы его ограничил. И я его попросил накатить из пользователя. Тут там, где пользователь веб-код-блогер, я хорошо уже все оптимизировал. То есть смена языков там идет по сочетанию клавиш. Потом надиктовывание голосом идет. Кстати, давайте я включу. Я включу, чтобы показывались нажимаемые клавиши. Вот. И я попросил туда же установить эти программы. Я еще не тестировал, но он во всяком случае составил план. Он спросил, дай мне пароль, я сам буду устанавливать эти программы. И здесь мне стало приятно. То есть клауды, он говорит, что все, никак я не могу тебе даже пароли у тебя взять. Каждый раз вводи сам. Это запрещено там какой-то моей политикой. Google говорит, да, давай пароль, сейчас все поустанавливаем. Вот он план, если ты с ним согласен, то сейчас я пойду. И он мне перечислил все действительно ходки, горячие клавиши, которые у меня были установлены, и говорит, вот эта программка делает надиктовывание, вот так вот там реализована там смена языков по-хитрому. Ну, то есть здесь нельзя просто на клавишу забиндить смену языков, поэтому в системе меняются языки, какой является первым приоритетным. И вот это я забиндил на сочетание клавиш для меня привычное. Вот, ну, такие вот моменты. Вот, и я глобально был очень доволен. Такой, ну, запросил раз 15 вот мой пароль администратора. И не споткнулся, то есть здесь вот информативные были надписи о том, что он делает, что он вызывает. Я смотрел, он вызывает реальные релевантные папки, релевантные команды делает. То есть мне как-то понравилось, что он вроде бы и ничего, и поэтому я сейчас ему даю боевую задачу, в рамках которой он должен сделать по длинному проекту. То есть как у него хватит там контекста, как он вообще справится с этой задачей. То есть, может быть, я зря ощущал себя как без рук, и надо было сразу, как только Cloud закончился, мне переключиться на Gemini и не сбрасывать объемы. То есть какой план у меня сейчас по тестированию Gemini внутри антигравити? Я планирую, что необходимо изначально оттестировать, сможет ли он сделать просто разработку один раз. Ну, то есть вот я ему дал задание, и вот я посмотрю, что он может просто накодить самостоятельно. А второй, более усложненный тест, это запустить несколько параллельных задач, чтобы он работал сразу в нескольких параллельных задачах. И, в принципе, если он справится,
то это может быть где-то даже и удобней, что здесь можно переключаться между названиями и не сильно терять эти диалоги. Потому что визуальные command-line интерфейсы, там распределенные, они менее, сложнее там как-то читать, может быть. Хотя, в принципе, я уже наладил хотя бы 4, то есть я их располагаю там по углам, левый вверх, правый низ, левый низ, и вот 4. И один еще уношу на соседний экран, там, где у меня сейчас вот запись идет, трансляция, да, вот на вертикальный мой экран. Ну, давайте я покажу. На вот этот вот экран я переношу. И там еще, допустим, слева у меня Cloud Desktop. То есть, если есть там какие-то одновременно задачи для браузера, то вот я их вот там вот запускаю, и они адекватнее как-то выполняются, чем в Cloud-коде. И где-то по центру там запускаю шестого. Шестой — это у меня изменения в философию. То есть, если мне не понравилось, что делает непосредственно сам разработчик, то я стараюсь выписать какие-то правила, и я их постоянно дополняю. Вот. И он, да, с одной стороны, заполняет контекст свой той философией, практической философией, которую я для него разработал, а с другой стороны, я уже потом не нервничаю, то есть он полностью соответствует моим ожиданиям, то есть пишет код чисто, правильно, с одного раза, автономно, то есть одно из то, что раздражает, это там согласовали план, и он ушел выполнять. И потом он для себя это разделил на 4 пиара, pull реквеста для мерджа. И сделал первый, останавливается и говорит: ну что, проверишь или дальше мне? И он, получается, простаивает. А я ушел там на 40 минут или на 50 минут и надеялся, что он там за час уже выполнит эту задачу, а он ее разбил на подзадачи, потому что это было логично. То есть вот я ему прописываю, что выполняй до конца и не останавливайся, ничего меня не спрашивай. Ты, если мы уже согласовали, то выполняй. Вот. И в философии там вот эти вот моменты всякие там прописаны про максимальную автономность, что если уже согласовали, то гонят до результата. А так вот появилось там видео на канале, что рекорд 2 часа 11 минут выполнял искусственный интеллект какую-то задачу. Где тут рекорд? Вот рекорд 2 часа 11 минут сам выполнял задачу. То есть вот это, конечно, прикольно. Приятно очень. Вот. И исходя из того, что Gemini справился с локальной задачей, которая была там по переносу, и он там все показывал, все рассказывал, то я сейчас его хочу поиспользовать на реальных проектах, там, где люди, внешние задачи. Я не понял. А ты все уже смог сделать из того, что мы с тобой запланировали? Если нет, то делай, я уже гляну прямо на сайте. Теперь я понял, где смотреть план, то есть это боковая панелька, он вот здесь вот ее высовывает. Ага, то есть он уже сделал. Ага, хорошо. Давайте глянем это прямо на сайте. То есть мне надо обновить здесь, скорее всего. Может быть, это во фронте.
хранится. И давайте я вот уберу. Здесь я не вижу. То есть такая же маленькая. Давайте я гляну здесь. Ага, тут он не может сохранить, потому что это нету такого аккаунта. Давайте мы пойдем в какую-то строчку, которую он может сохранить. Нажимаю Save Changes, и оно saved. Я не вижу никаких изменений. То есть он говорит, что выполнено, но я не вижу, что это выполнено. Кнопка Save Changes удалена с формы профиля. Ну, я ее вижу. Ну, может быть, еще должен накатиться билд. То есть после того, как он... Так, я не вижу, чтобы... Чтобы кнопка была удалена. Давайте... Ну, ты закоммитил, смерджил твои результаты? Ну, вот это, конечно, я уже не привык, потому что когда я опускаю прочитать все файлы в корне проекта, клауды, код, ему достаточно этого, то есть он подхватывает философию, он подхватывает навигацию и понимает, что необходимо прочитать еще из DLC, потому что там есть ссылка из файлов онбординга на SDLC. Получается, он этого не сделал, я жду изменения на сайте, он это не сделал. То есть уже 1.0 в пользу клауда. То есть клауда это делает в автомате, выполняет инструкцию. Причем я же тут говорил ему, что если есть ссылки, я имею в корне документы обязательно прочитать. Если из них есть какие-то дополнительные ссылки на какие-то, которые тоже необходимо прочитать, то их тоже, пожалуйста, прочитай. То есть я давал прямую инструкцию это выполнить. Он это не выполнил. Сейчас вот он выполняет git push, поймает ошибку, что напрямую в main пушить нельзя, начнет создавать PR. Давайте еще посмотрим, работал ли он через work 3, через рабочее дерево. Downloads, code. Так, и здесь мы должны Judge Profile Autosave. Ну, во всяком случае, через рабочее дерево он работал. То есть он соблюдал правила изоляции. Это хорошо. Это приятно. Ну да, Judge Profile Autosave. То есть вот это вот. Он прочитал SDLC MD, в котором написано, что он не сможет напрямую запулить это все в Origin, и он все это все равно пытается запулить в Origin. Но почему у него так долго не выходит какая-то ошибка, что у него это не получается? Это я не знаю. У него бы уже должно давно получиться было, что извини, но так нельзя. То есть он или не ловит обратно. Ну вот последний коммит 2 дня назад. То есть он не смог достучаться. А в SDLC четко написано, что через PR, через merge можно только. Как успехи?
Так, вот теперь уже пошел у нас smoke тест. Теперь он уже создал pull request. Отлично. Вот сейчас вот у него все получится. Да, все сделано. По-нашему я сделал C закомичено локально. Push на GitHub выполнен. Pull request создан. И успешно влит в merge ветку. Ну, окей, да. То есть вот когда я ему явно указал. Давайте проверим. Да, прямо сейчас. Давайте тогда перейдем на наш проект. Может быть, еще не подтянулось, допустим. Может быть, еще не подтянулось. Как мы поймем, что подтянулось? Кнопка Save Changes должна испариться отсюда. Пока еще нет. Но это идет, возможно, билд. На стороне сервака все, кнопка исчезла. И давайте смотреть, что он сделал. Я кликаю, да, Save Changed. То есть галочка приятная, мне нравится, возражений не имею. Центровка проверена, то есть идет центровка по центру экрана. Отлично. Мне нравится, он действительно отработал свое. Давайте еще здесь попробуем. То есть то же самое, те же самые правила примени к вкладке Judging, не только к профайл. То есть замени то, как было, на то, как мы сейчас с тобой вместе сделали. Распозналась качественно, то есть Judging подхватилась сразу на английском языке. Вот она, наша вкладочка. И я хочу такую же красивую, наглядную иконку поп-апом сверху, потому что это, более понятно. То есть там искать, видеть, смотреть, это требуется... А что тут было за сообщение, когда я переключился? То есть оно просто есть, независимо от того, куда я перехожу. Угу, хорошо. А тут же оно не появляется. Нет, вот это вот маленький значочек saved. Здесь тоже там. Да, вот такой вот маленький. Так что это хочу изменить. Что я вам могу сказать? Он справился. То, что его надо чуть-чуть направить дополнительно, то есть он не прочитал SDLC, хотя было четко сказано, прочитай SDLC. Давайте проверим. Вот, допустим, здесь есть MD-файл, который называется readme news start new AI dev. И вот здесь вот сказано, прочитай SDLC рабочие деревья. Он прочитал, а SDLC он прочитал и не применял. То есть это, это ему минус, но вот со второго раза он разобрался. И сейчас посмотрим дальше уже после первой ошибки, сможет ли он действовать полностью по SDLC, по нашему пути, который прописан в файле. Мое ощущение, что он справится, то есть то, как он реализовывает, во всяком случае, не остаешься без рук, да, а остаешься с возможностью писать код. И, что вообще было, я вот его Gemini Anti-Gravity мог использовать достаточно долго. То есть вот на вот этой подписке за $20 я на нем кодил. Да, тогда он был неэффективен, но если сейчас он уже повысился в своей эффективности,
то я, может быть, мог бы вам рекомендовать точно попробовать Gemini, если у вас нету там каких-то блоков запретов. Может быть, он уже улучшился, и, может быть, он может писать код дольше. Ну, дольше. Когда я проводил предыдущие тесты, то что Клауды писал за 10 минут, Google Gemini точно делал дольше, за час. Этот же результат. Но при этом он достаточно долго мог кодить. То есть это было... Если сравнивать то, что можно там делать на Cloud за $20 и на Gemini, то на Gemini, по-моему, как-то по ощущениям можно было больше всего делать. У него там были строчки, что он пишет, меняет. Может быть, он как-то не оптимально это все делает, там, да, в 6 раз дольше. Поэтому как бы и ощущение, что дольше работает, но результат получаешь дольше, но тот же самый, который с клауда получаешь там в 6 раз быстрее. Но оттестировать его вообще точно можно. Вот сейчас вот тестируем, смотрим. А следующее, что бы я хотел тестировать, наверное, это параллельная работа сразу нескольких. То есть дать ему 2 задачи и посмотреть там 2, 4, 5 задач. То есть если он работал уже в рабочих деревьях, то значит он может параллельно работать, он слушается моих инструкций, и это хорошо. И потом интересно, если они уже оба автономно справляются, то есть пока что он еще чуть-чуть не автономно, но со второго раза, я думаю, он уже автономненько начнет работать, и, может быть, он подхватит в свою какую-то общую память, какой у меня процесс SDLC, и во всех будущих контекстах он это будет уже как-то помнить и будет правильно строить то, что мне необходимо. Ctrl-Shift-End, чтобы в самый конец, чтобы нам показывались самые последние изменения сочетания клавиш. И вот он сразу показывает, что он делает. А если чуть-чуть не до конца, то получается мы зависаем на том месте, которое у нас было. А смотрите, как интересно в интерфейсе. То есть он вот тут вот закрепил вверху то задание, которое он сейчас выполняет. Я его могу видеть не только вот здесь вот как подпись, а еще я его могу видеть здесь. И оно, если слишком далеко уползает, то оно прячется в невидимую область, и надо тыкнуть, читать больше, чтобы полностью прочесть все задание. То есть какие-то вот такие вот удобства, моменты у Гугла сделаны прямо офигительно. Ну, то есть вот этот момент в интерфейсе мне прямо очень нравится. Правда, куда исчез забитый контекст и всего сколько осталось на подписке, то, что было в Gemini, мне это было, конечно, очень наглядненько видеть. Я хвалил за это постоянно, а здесь это не реализовано. И где посмотреть? Account Permission, Appearance Module, Customization, Browser, App, Customization. Я его постарался настроить на максимальную автономность. Причем он говорит, что вот здесь вот в Conversations он может автономно работать, а вот здесь вот в Projects эта автономность не применяется. Я для начала хотел тестировать там, где это по инструкции гарантированно работает, вот здесь вот в диалогах, и не запускал ничего из проекта, потому что по его инструкции он там начинает что-то дополнительные вопросы спрашивать, а здесь активненько агентски действует. Так что вот изначально тестирую в этой среде. Но он справился. То есть мне это вообще очень положительно нравится. Очень. А давайте посмотрим единичку. Это декоративно он просто навесил или действительно сохранится в базе данных. То есть я вот так вот F5 перехожу туда, и там должна... Да, единичка сохранилась. Так что я спокоен. Это не просто декоративные там
на JS там что-то он написал, а это действительно с серверной логикой, с сохранением на сервер и с подтягиванием с сервака уже после того, как перезагружается страница. Это мне нравится. Это хорошо. Так, проверяя кнопочки, это мне такое переливание хочется от них видеть и наблюдать. Да, оно присутствует. Ctrl-N, Ctrl-Shift-N. Так, вот прогнались наши smoke-тесты на возможность залогиниться пользователю. Пока мне нравится, вы знаете. Так, давайте глянем, что здесь. Пока что еще, ну, может быть, сервак еще не залил билд. И еще работает старый билд. Я так надеюсь. Потому что билд еще надо какое-то время собрать. Ну, это где-то минута обычно. Проект не настолько тяжелый. Так, все полностью готово. И для вкладки Judging реализация метод измен вместо локального текста теперь вызывается всплывающий по центру тост к контейнеру измененного поля. Так, а может быть он накатил это только сюда? Нет, просто еще не применяется. Создан pull request. Вся логика успешно объединена merged с веткой main. Да, вот это вот я хотел у него спросить. Слияние произведено. Хорошо. Значит, тогда вопрос на серверной части. Тестируем сразу и там, и здесь. Пока что нигде не применилось. Давайте Ctrl-Shift-R. Может быть, это завязано на стилях. Да, это могло быть завязано на стилях. И поэтому надо было не просто F5 нажимать, а надо было нажимать... Ну, что, мой вывод. Я доволен, он справился. То есть, во всяком случае, я бы точно не остался без инструмента кодинга. Он создал рабочее дерево, изоляция отдельного искусственного интеллекта, то есть параллельно могут работать ряд искусственных интеллектов. Он выполнил успешно задачу, и со второго раза он уже разобрался, как у нас настроено SDLC, то есть как писать код и как его вливать, и он второй уже раз меня не спрашивал, он все сделал от начала до конца. Сегодня моя рекомендация: есть смысл попробовать Gemini, который уже заперли в антигравити и сделали его запертым в антигравити, то есть отдельно его установить, уже авторизацию невозможно пройти через Google. И там пишется о том, что Gemini CLI перестал поддерживаться, и используйте, пожалуйста, антигравити. Вот, мы его тестировали, и он работает, он создает код, так что рекомендую. Ну что, спасибо, что были сегодня вместе. Спасибо за лайки, спасибо за подписки, спасибо, что смотрите, спасибо, что повышаете свою IT-насмотренность. Я думаю, что благодаря этому вы будете создавать более качественные ваши IT-продукты. Желаю вам финансового благополучия и создать IT-продукт, который будет миллиардником в долларах. Желаю вам всех благ. Спасибо.